Девочки, привет! Иду на почту, хочу забрать посылочку и заодно зайти в магазин рядышком, посмотреть, какие цены сейчас у нас на пряжу, потому что я до частных магазинов не дошла. Хотелось посмотреть, какая же все-таки сумма уже стоит на пряже, потому что в интернет-магазинах очень дорого, подорожала буквально на 70-80% пряжа, поэтому посмотрим, будем смотреть, где будет выгоднее. Либо, да, шутка дня, переходим все на ирис, потому что холофайбер тоже подорожал. Наполнять игрушки тоже будет значительно дороже. И потом думать, какие же ставить цены на сами игрушки. Потому что ярмарки никто не отменял. Санкции на ярмарке еще пока не сделали. Вот скоро, 23 апреля, будет ярмарка в Анапе. Ой, как раз нужно уже готовиться и смотреть по новым ценам. В общем, честно говоря, в этом плане немножко переживаю, так как в основном покупатели привыкли к одним ценам, а в апреле уже будут совсем другие. Потому что покупки, поставки у всех мастеров подорожало, не только вязание. Так что будет немножко сложновато. Как бы я не особо люблю вообще ставить сумму на игрушки дорогие, так как я хочу, чтобы их больше распродалось, чтобы побольше потом повязать. Но тут немножко будет посложнее. Я уже почти дошла до почты и как раз магазинчик. В общем, зайду в магазин, потом обязательно скажу, какие у нас цены на такие стандартные. Yarn Jeans, Cotton Gold, Lana Gold хочу посмотреть. В общем, на такие, которые вяжут игрушки. Все. Так, ну, мне, конечно, всегда везет. Почта закрыта, у нас поменялся график. В воскресенье сделали выходной, хотя до этого почта работала без выходных. Зашла, посмотрела цены в ближайшем магазине. В принципе, если у нас 3 магазина рядышком, если цена где-то меняется, то и, соответственно, в других магазинах примерно будет такая же цена. В общем, Yarn Jeans у нас стоит в обычном магазине 150 рублей. Я думала, честно, будет дороже. Cotton Gold 290 и Alize Lana Gold также 290. Хотя я думала, она будет дороже, так как сейчас зима, но, видимо, к весенним и летним месяцам, да, зимняя пряжа немножко скачет по ценам, немножко становится дешевле. Вот. Любая пряжа также подорожала от 50 рублей и 90. Бисквит хотела посмотреть. Ну, в принципе, он так на сайте стоит 400 рублей. Бисквит, это которая трикотажная пряжа, корзиночки вязать. В общем, вот. Цена 150 рублей Yarn Jeans и Cotton Gold. Ну, в принципе, соответственно, 2 раза. Теперь думать, какие ставить цены на игрушки. В общем, пойду домой, немножко переварюсь. Встретимся уже с вами за рабочим столом. Связала и новую игрушечку маленькую, так, для вдохновления. Покажу вам попозже. Так, ну что, мы уже за рабочим столом. Я связала мишку. Это простой самый мастер-класс. Вязала просто произвольно, чтобы найти в себе вдохновение для дальнейшего вязания. И решила начать с вязания маленьких игрушек. Вот. Игрушка связана полностью из пряжи Yarn Jeans. Рост игрушки у меня получился 11 сантиметров. Мишка получился совсем малюткой. И глазки здесь на безопасном креплении номер 6. Когда связала я игрушку, я перебирала свои вязаные вещи и нашла вот такую шапочку, которая идеально подходит к нему. И получается, у меня связался Мишка в комплекте с кофточкой и с шапочкой. На шапочку у меня также есть мастер-класс. Я его уже снимала очень давно. И также оставлю вам ссылочку, чтобы вы могли связать такую же шапочку для маленьких игрушек. Эту шапочку можно вязать в разных размерах. Главное учитывать, что я говорю и где, в каких моментах нам нужно сделать прибавки и убавки для данной шапочки, для данного объема головы. Вот. Повторюсь, это полностью пряжа Yarn Jeans. Дальше я решила связать еще такого же мишку, только полностью из пряжи Cotton Gold. И посмотрите, какой он маленький у меня получается. Даже если сравнить
Размеры у них абсолютно разные. Ярнар джинс более эластичный, более растягивается, а Cotton Gold более плотный. И поэтому игрушки получается меньше. И сама ниточка у Cotton Gold меньше. Я, честно говоря, не могу понять, почему некоторые мастера говорят, что соотношение Cotton Gold и Yarner Jeans одинаковые. Ну, это просто даже на вид, по пряжу, если взять пряжу и соединить, они абсолютно разные по толщине. И вяжутся они совсем по-другому. У каждой пряжи идет свой эффект вязания. Вот. Как бы, ну, это я думаю, что каждый мастер должен прийти сам к этому и сделать вывод полностью для себя. Какая пряжа вообще для него лучше и какие пряжи вообще можно совмещать и что было гармонично. Так что вот такие вот у меня пока процессы. А здесь я довяжу сегодня ручки для Мишки и хочу связать ему шапочку обычную, наверное, чтобы они немножко отличались. Здесь такая шапочка, а здесь у него будет обычная шапочка с бомбончиком. Вот, хочу закончить процесс. Ну что, а можно, в принципе, уже подводить итоги. Я заканчиваю свой влог. И маленькие победы у меня были на этой неделе. У меня связались две замечательных игрушки. Одну игрушку вы видите перед собой. Это мишка связан полностью из пряжи Yarnar Jeans. Мне очень нравится. Как раз эти мишки также со мной поедут на ярмарку, которая состоится 23 апреля в городе Анапа. Вот. Этот мишка у меня будет лежать здесь для моего вдохновления. А второго мишку я довязала. Напоминаю, что вязала я его из пряжи Alize Cotton Gold. И получился он у меня немножко меньше, чем из Yarnar Jeans. Но тоже мне очень нравится. Особенно в сочетании. Голубенький, нежно-голубенький свитерочек и коричневый мишка. Я люблю такие оттенки, когда коричневый хорошо сочетается с яркими оттенками, так же как и розовый и голубенький. Это, в принципе, у меня получилась девочка, так как она в розовеньком, а маленький получился у меня мишка. Немножко носик кривенько вышел, но можно это исправить. К этому мишке я связала комплект шарфик и шапочку. Давайте посмотрим, как будет на нем смотреться. Шарфик я вязала из шерстяной пряжи Comtex. Здесь 40% шерсти и 60% акрила. Вязала крючком номер 5, хотя сама пряжа по себе не такая толстая, просто когда ты вяжешь шерсть из крючка побольше, то получается воздушная вязка и очень симпатично смотрится шарфик на игрушке. И также, конечно же, связалась у меня шапочка. Шапочку я вязала в комплект к свитерочку, это у нас получается также Cotton Gold, а бомбон я вязала аналогично, как и шарфик. Давайте посмотрим, как у нас будет смотреться. Вот. Вот такой вот мишка у меня получился. Безумно нравится. Прям не могу, смотрю на него и очень сильно умиляюсь. Надеюсь, на ярмарке его тоже так же купят, и он будет радовать других деток, так же, как и меня, в принципе. Вот, такие вот две игрушки у меня получились на этой недельке. Моя маленькая победа. А в дальнейшем мне пришел новый заказ. Также заказ на погремушки. И собрала оттенки. Нужно будет связать две зайки. Это для девочек в основном. Две зайки с стоящими ушками и две зайки с ушками с висящими. Так как в основном заказали 4 штучки, но 2 погремушки, это оленята, они получаются в сочетании с белым оттенком. К сожалению, белого оттенка у меня нету. Я цену оставила с учетом, если игрушки будут выходить из той пряжи, которая у меня есть в наличии. То есть я закупалась их по старой цене, я ставлю цену такую. Вот, пока вяжем 4 зайки, а там в дальнейшем мы определимся, какие вязать игрушки. А может быть, останутся всего 4. Вот. Да, с ценами будет очень сложно посчитать. Надо будет высчитывать, смотреть, особенно что будет идти под заказ. Я пока тут подготовила. Это у меня такой красивый оттенок светлый Cotton Gold. И также оттенок красивый Yarnar Jeans. Подготовила 4 буковых колечка. И пока нашла одну погремушку. Надо еще 3 штучки сделать. Делаются они очень легко. Так что, в принципе, вот такие вот у меня дела в процессе.
мои заказы. В принципе, все. Вот такое вот маленькое видео у меня получилось. Если вам понравились мои мишки, понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не пропускайте следующее видео. И дальше мы с вами посмотрим, какие же у меня получились погремушки в дома влоги. Так что я вам говорю пока и до встречи.